Зеленский не может стоять у каждого бомбоубежища. Зеленский не может с видеокамерой стоять в каждом кабинете. И не может во всем разбираться, и не должен во всем разбираться. Он должен организовать работу так, чтобы все понимали, что они делают. И такая работа очень легко организовывается, во-первых, когда ты хочешь, второе, когда ты умеешь, но самое главное, когда у тебя есть видение, философия и идеология. Привет, друзья! Все мы наблюдали, некоторые прочувствовали на себе ужас последних дней того, что происходит в Киеве. В Киеве погибли люди, в Киеве погибли дети, в Киеве много раненых. Многие из вас, наверное, видели видео, то, что говорила женщина мэру Києва Кличко. 34, вона була молода, гарна жінка. А тепер немає дитини мами. У дитині ми ховаємо телефон, скажіть. Цього охранника, того сволоча, та закрили цього. І всі говорили, що там половина людей зайшли, а остальні не зайшли. Да брехня все, брехня. Я вас тут дуже хотіла шукати, побачити. Коли це, що це таке? Що це за брехня? Коли будуть покарані ці сволочі, які сидять на своїй місці? Які правлять, як ми їх поставили, ми їх вибирали, скажіть, що це таке? Хіба поліклініка закрита, убіжище, яке круглі сутки должно бути відкрите, і вони завжди туди бігали. Закрито, оказується, люди прибігли закрито, як таке може бути? Скажіть, будь ласка. Можна сказати? Можна сказати. От можна сказати, ви можете мене почути? Не зображаю почути. Я розумію ваші емоції. Ніхто так не може зрозуміти. Співчуття, будь ласка. Обов'язково зараз слідство. Я не думала, що війна таким попитом мене зупинила. Слідство зараз встановить, чи було воно зачинено, чи ні. Тут школа зараз їх ще перевірює. Ну що це таке? Що це таке? Слідство буде узнавати, чи було воно зачинене. Що воно не було? Видно, всім було, що воно було зачинене. Ви послухайте, я на відео бачила своїми очима. Воно було зачинено, воно було зачинено, я бачила. Смотрите, что получилось. Там поарестовывали кучу людей, в том числе охранника. Сказали, виноват охранник, который пьяный был, не открыл бомбоубежище. Но на самом деле этот вопрос решается совершенно иначе. Во-первых, вы прекрасно понимаете, какая зарплата у такого ночного сторожа. У него зарплата там 7-8 тысяч гривен. За такие деньги никто не будет работать. Он будет делать вид, что он работает. Это первое. Второе. Вопрос. Зачем закрывать бомбоубежище вообще во время войны? 1,5 года идет война. Третье. Если я не знаю или не понимаю чего-то, их все-таки днем надо закрывать, то почему не дать ключ местному активисту? Например, тому управдому какому-то близлежащему, инициативной группе. Это то, что я вам говорил про свои реформы, когда комьюнити должно, община местная, выбирать себе шерифа, институт шерифов должен быть, судей, тоже это должна быть избирательная позиция. Когда вам назначают сторожа за 7 тысяч гривен, хотя бы уже 17 поставьте во время войны, что там реально человек не спал, заодно и нормальное рабочее место для таких времен будет. Нет, все делали вид, что что-то делают, на самом деле глубоко плевать всем на вас. Теперь что делает Кличко? Он переводит стрелки на районные администрации. Но уже районная администрация одного из районов выступила, и послушайте, что сказала. Була команда міста, що всі укриття мають бути закриті. А сьогодні вже зібрав міський голова всіх голів районів і прийняв рішення про те, що всі укриття мають відкриватися. Окей, пане Дмитре, дуже абсолютно коротко, вибачайте, прямий ефір. А як має діяти людина, якщо вона приходить під час тривоги до укриттів, укриття закрите і що? Сподіваюся, що вона виживає. Сьогоднішнього дня проведено нове рішення, за яким всі відкриття цілодобово мають бути відкриті. І якщо такі випадки будуть, обов'язково 101, 102, 15, 51, служби мають реагувати. Але повірте, ми все зробимо для того, щоб навести порядок. Бо на сьогоднішній день, на жаль, нам місто і керівник міста в цьому не допомагає. Дякую, пане Дмитре, за ваш час і за відповіді. Я сподіваюся, що вас почули. Я сподіваюся, що так люди скористаються вашою порадою і насправді знайдуть відкритими укриття в той момент, коли будуть ховатися від російських терористичних ракет. Дякую, це був Дмитро Ратніков, голова Деснянської адміністрації міста Києва, у нас на зв'язку. То есть, на самом деле, они сказали закрыть, теперь сказали открыть. Быстренько, там же не дурак, Филатов в Днепре подхватил. Тоже сказал всем открыть, вообще не закрывать бомбоубежище. А давайте я вам покажу фотографии вообще состояния этих бомбоубежищ. А вот это вот фотографии бомбоубежищ детской больницы, крупнейшей Ахмадет. Я еще раз говорю, 1,5 года идет война.
У меня нет никаких слов от увиденного. И самое главное здесь, я в каком-то из видео рассказывал подробно, как работает практически любой мэр в Украине, 99,9%. Если уж эти люди пилят эти тендеры, зарабатывают огромные деньги, неужели нельзя сделать хотя бы нормальное бомбоубежище? Неужели нельзя решить вопрос с открытием-закрытием, а лучше не закрывать? Это что, так дорого стоит? Оптом закупить эти материалы, сделать там кондиционеры, обогреватели, телевизор, воду, все сделать нормально. Это стоит 3 копейки в масштабах городского бюджета. Местные бюджеты не знают, куда тратить деньги, денег валом. Еще раз повторяю, им просто на вас все равно. Теперь слухи ходят, что возникла такая идея в КМДА, чтобы учителя школ города Киева по одному дежурили каждую ночь на бомбоубежище, открывали-закрывали, ночные дежурства. Друзья, это, вы понимаете, даже в Совке до такого бы не додумались. А теперь другая история. Киевские школы переходят, я так понимаю, с 1 сентября хотят учиться опять в онлайн режиме. До этого объявляли все, что все, с 1 сентября будет только офлайн обучение, а теперь опять говорят, будет онлайн. Знаете, когда было это заявление про офлайн, то есть живое в школе физическое обучение? Это было весной, еще весной, где-то апрель, а может быть даже, ну давайте апрель. Они в апреле загадали, что будет в сентябре. Как будто бы они там координируются с Путиным и знают, что у того в голове. А у того в голове устраивают эти вот вещи, которые он устраивает. Так мне еще жаловались подписчики, что в Киевской области в некоторых школах сказали про следующий учебный год. Или соглашайтесь на офлайн, то есть чтобы ребенок приходил в школу физически, или забирайте документы. Что теперь будут говорить? Опять продолжается стравливание людей и вообще непонимание, что украинец украинцу друг, а не враг и не волк. Понимаете, а когда показывают Кличко, ему в принципе весело, он улыбается. А что ему, собственно, горевать? Резников все время улыбается. Тоже чего горевать? Ну там кто-то погиб, надо прийти, минус сделать, там, 5 минут себя осилить. Ну за такие бабки, в принципе, небольшая проблема. Актерочку включить. А так все то же самое, БМ, ничего не понимают до сих пор. Но знаете, что здесь самое поучительное, если можно так сказать? Кличко ногами дверь в мэрию не открыл. И 10 лет управляет городом Киевом не сам, не самозахват власти, не переворот, не военный переворот. Это вы за него проголосовали. Вы его туда посадили. Это позор для каждого киевлянина, кто за него голосовал. Потому что, повторяю, здесь не вопрос. Вот Кличко один такой негодяй, все остальные в Украине хорошие. Он такой ровномер, как и все остальные в Украине. Но это столица, это первое. А второе, есть какие-то грани, которые даже в такой беспредельной системе, как государственная система управления Украины, не может человек переходить. И есть мэры, которые в принципе умудряются лавировать. Я не говорю, что это хорошо или правильно. Я просто в общем говорю со стороны. 1,5 года войны и нет бомбоубежищ, они закрыты, они в отвратительном состоянии, ничего не организовано. И там уже Зеленский обещает, что, наверное, будет нокаут для Кличко, когда он сейчас вернется в Украину. А почему ж ты не собрал всех и не дал нормальное задание, не грюкнул кулаком по столу, не назначил ответственных людей? Я на стриме говорил, Зеленский не может стоять у каждого бомбоубежища. Зеленский не может с видеокамерой стоять в каждом кабинете. И не может во всем разбираться, и не должен во всем разбираться. Он должен организовать работу так, чтобы все понимали, что они делают. И такая работа очень легко организовывается, во-первых, когда ты хочешь, второе, когда ты умеешь, но самое главное, когда у тебя есть видение, философия и идеология. А когда ты хочешь, чтобы тебя аплодировали только как в Совке, Браво или как Ким Чен Ыну в Северной Корее, тогда получается так, как мы сейчас видим, так, как все и происходит. Полный бардак, раздрай. И тут, я вам хочу сказать, завтра закончится война, эти все проблемы останутся. Послезавтра флаг Украины на Кремле повесим, захватим Россию военным путем, эти проблемы все равно останутся. И эти проблемы и есть корень всех наших бед. Устранив вот эти все проблемы, устранятся и внешние все проблемы. Потому что государство будет совершенно другим. А пока оно такое, на него можно вот так вот напасть. И на Кличко все не заканчивается. Министр финансов Марченко есть такой, про которого я уже больше года говорю, всем плевать. Объявляет этот умник, что будут облагаться налогом банки в Монобанке, вот эти вот волонтерские все сборы, НДФЛ 18%, плюс военный сбор 1,5%, 19,5%. То есть собрали на банку 100 тысяч гривен, 20% практически, 20 тысяч отвалите государству. И пишет в оправдании, начал уже оправдываться Марченко пост, что официальные волонтеры, кто официально занимается, те не будут платить налоги, а другие, значит, неофициально. Значит, человек от сердца, от души хочет помочь или имеет аудиторию в соцсетях,
открыл сбор, собрал, купил пацанам, например, какой-то джип или просто людям гуманитарку помог. От чистого сердца. И его, значит, надо облагать налогом. А официально это знаете кто? Кто работает вместе с государством или такие крупные, как вы все знаете, фамилии, которые политику и карьеру на этом делают, юзают Украину и воруют, нещадно воруют. И если вы сбрасываете крупный волонтерский фонд или крупному распиаренному волонтеру, то, я на стриме рассказывал, плакали ваши денежки. Хотите помогать, помогайте адресно. Тем, кого вы знаете 100%. Вот тогда это будет работать. Хотя с чего помогать, я уже не знаю. И вы посмотрите, как за последний месяц радикально изменилась ситуация в Украине. Многие женщины начали возвращаться и вернулись как раз в момент, когда такие ужасы происходят и такие жесткие обстрелы. Что будет дальше? Для меня сейчас самый главный вопрос. Ведь осенью дорожает электроэнергия в 2 раза. Градус напряжения в обществе, мне так чувствуется, конечно, издалека, но я все равно полностью в украинских медиа, на общении с людьми из разных регионов Украины, чувствую, что люди начинают уже выгорать, начинают злиться. И я не договорил там про Кличко, почему они с Резником улыбаются. У них все замечательно. Они пришли, скажем так, к войне с одним капиталом, выйдут они гораздо богаче. Все они, не только те фамилии, которые я называю, вот берите всех топ-чиновников и даже не топ. Все выйдут богаче, все останутся живы, здоровы, их семьи живы, здоровы. Погибать будут другие, имущество жилья будут лишаться другие, стравливать будут других, потому що вам перед камерою вийшов, покорчив, одів вишиванку, покорчив себе щирого українця, порозмовляв з вами на українській мові, щось там побекав, камера выключилась, и он стал русскоязычным дома с женой, таким, как он в принципе является, со своими друзьями. Но перед вами понты поколотил. А вы идете в магазин и начинаете записывать видео, как вас там где-то на русском или на украинском обслужили, и вам это не понравилось. Показывать там кто-то в ресторане гуляет, чтобы вы ссорились между собой и соревновались, кто больше от страны пострадал, и кто под Бахмутом, кто не под Бахмутом. А они богатеют, повторяю, живы-здоровы. И они это нащупали, и они поняли, не надо напрягаться. Надо просто стравить людей, пусть грызут друг друга на почве языка, еще 20 тем вам придумаем, что угодно. Какой регион хороший, как он регион плохой, кто хороший военный, а чем ты занимался під час войны. А мы будем пилить и делать хорошую мину при плохой игре. Зеленский будет журить Кличко, рассказывать, что он его в нокдаун отправит. Кличко будет там опять свои БМ. Но все богатые, все целые, все живы, все здоровы. А Украина просто продолжает изнутри разрушаться. Путин долбит снаружи, внешне, а мы изнутри сами себя перегрызем при помощи таких вот чиновников. И когда кто-то вам говорит, что в день выборов от вас ничего не зависит, вы запомните. Это один день в 5 лет, когда от вас все зависит. Во все остальные мало что, но хотя с современными технологиями, и мой канал это показывает, тоже уже много. И будет все больше, мы говорим там до этого момента. От вас многое зависит. Нет никакого мирового правительства. Да, есть сговоры, есть кланы, без проблем. Но от вас зависит очень много. И вы этих персонажей всех посадили в кресло. Так как там в России, в Кремле вот этого посадили в кресло, так и здесь. И в ваших силах все это изменить, если вы только поймете и этого захотите. Но пока я вижу тенденцию, что вы хотите из этих вот слепить вообще каких-то чудо-людей, героев. Героями войны все повыходят, и миллиардерами, ну или там мультимиллионерами. По лямов 200-300 точно будет у тех, у кого их не было. А у кого, как у Кличко, были, ну, утроит там, в 4 умножит свое состояние в 5 с друзьями, со своими приближенными. И все. А вы будете грызться дальше в соцсетях, в комментариях, на улице друг друга ругать. Чтобы только как в Уганде не получилось, я заодно переживаю. Или чтобы Афганистана в Центре Европы не получилось. Вот за это я уже реально начинаю переживать. Не давайте собой манипулировать, подписывайтесь на канал, думайте, умнейте, читайте историю. И надо из этой ситуации выруливать, пока еще есть шансы. Пока. Перша ночі, 2 червня. Укриття 1, укриття 2. І щось відкрили вже. А що це? Ну, не схоже на укриття 3. Вже каже виламувати. Або йти у інший під'їзд.